Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это шестая заключительная часть видео мастер-класса «Шарик из Простоквашино». Вяжем шапку. Берем плюшевую пряжу в цвет шапки, у меня это серый, и основной крючок. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду будем вязать 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали новый ряд, отмечаем маркером. Следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида, 2 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали следующий ряд, пятый. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Далее вяжем 1 прибавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 40. Провязали следующий ряд, шестой. В этом ряду вяжем так: 8 столбиков без накида, 2, 3, 4, 8 плюс 1 убавка. Вяжем 2 петли вместе за передние стенки и продолжим так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. С 7 ряда по 11 включительно. Провязали, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее будем вывязывать ушко. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Первый ряд ушка мы провязали. Далее вяжем еще 9 рядов. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем между столбиками. Далее вывяжем второе ушко. На расстояние от этого ушка 12 петель и с этой стороны, и с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В 13 петлю завожу крючок и соединяю рабочую нить соединительной петлей. Туда же вяжу первый столбик без накида, первый столбик вязания ушка. Вывязывать буду ушко так же, как и с этой стороны, с внутренней стороны шапки. Итак, первый столбик провязан, вяжем еще 5 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Провязали 6 столбиков без накида, воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем еще 9 рядов без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Ушки на шапке вывязали, далее будем вывязывать козырек. Козырек мы будем вывязывать дополнительным цветом, у меня это светлый туркуаз, и за первые 12 петель 12 ряда. Если вы маркер уже сняли и не можете определиться, где те самые 12 первых петель, то берем вот так вот шапочку и вот смотрите, здесь вот этот ряд, он идет ниже, а этот ряд выше, так как у нас спиральное вязание и вяжем без петель подъема, поэтому у нас наше вязание оно постепенно поднимается. Здесь идет в начале ряда ниже, а в конце ряда уже поднимается. Поэтому тот ряд, что вот ниже, это будет задняя часть шапки, а тот ряд, что выше, здесь мы будем вывязывать козырек, и это будет передняя часть шапочки. Вязать будем за лицевую сторону. Первый ряд. Первую петлю присоединяем рабочую нить соединительной петлей и туда же вяжем первый столбик без накида. Вяжем еще 11 столбиков без накида. Итак, в первом ряду козырька провязали 12 столбиков без накида. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провяжем еще 6 рядов без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали, далее делаем обвязку края столбиками без накида по всему краю шапки до вот этих вот пор, до уголка козырька. Провязали, в конце обвязки провяжем соединительную петлю, рабочую нить протянем и отрежем ее, оставляя небольшой хвостик. Все хвостики прячем между столбиками. Далее фиксируем резиновые шнурочки для фиксации шапки на голове игрушки. Вот как я это сделала. С внутренней стороны протянула веревочку на наружную сторону, захватила 3 столбика и вернула веревочку на внутреннюю сторону. Завязала на узелочек, оставив нужную длину для фиксации. Вместо резиновых веревочек можно использовать ленту, можно использовать шнурочки, либо связать цепочку из воздушных петель, не из плюшевой пряжи, чтобы она была потоньше и не сильно была видна. Далее, что мы сделаем? Мы зафиксируем козырек вот в этих уголочках, подхватив столбик на козырьке и столбик на шапочке. Далее зафиксируем ушки. Это у нас левое ушко. Его мы зафиксируем здесь вот повыше. Подхватим столбик на ушке и столбик на шапочке. А правое ушко мы зафиксируем чуть ниже. Вот здесь вот где-то вот выше вот этой вот веревочки. Вот тут вот подхватим столбик на шапочке и столбик на ушке. И будет выглядеть вот так. Итак, я это сделаю швейной иглой и не плюшевой пряжей. Такого джинсового цвета, серого цвета, тон в тон у меня, к сожалению, нету, поэтому выбрала такой цвет. Итак. Подхватываем столбик на козырьке, столбик на шапочке и с внутренней стороны завязываем на узелочек.
Козырек и ушки шапки я уже зафиксировала. Сейчас подробнее расскажу, в каких рядах я делала это. Уголочки козырька я фиксировала в сером пятом ряду. Считаем от нижнего края 1, 2, 3, 4, 5. Вот в этом пятом ряду зафиксированы уголочки козырька. В шестом ряду выше на один ряд зафиксировала левое ушко шапки. И в сером третьем ряду 1, 2, 3 зафиксировала правое ушко шапки. Все, шапка полностью готова. Далее переходим к вязанию валенок. Берем плюшевую пряжу в цвет валенок, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. Провязали первый ряд, следующий ряд у нас второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд четвертый. В этом ряду вяжем 7 столбиков без накида. 2, 3, 7. Далее вяжем 1 прибавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 27. Провязали следующий ряд, пятый. Этот ряд вяжем за задние стеночки петель. Вяжем так 27 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Только что в Telegram я получила фотографию первого песика шарика. Одна из волшебниц крючка по имени Светлана связала шарика и поделилась фото своей работы. Фото ее работы я здесь тоже на экране выставлю. Очень хорошенький, добренький получился шарик. Итак, продолжаем. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 27 столбиков без накида. Это 6 и 7 ряды. Здесь мы уже вяжем, как обычно, за обе стеночки петель. Провязали следующий ряд, 8. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем 4 убавки подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стенки. Далее вяжем 1 столбик без накида и вяжем еще 3 убавки подряд. До конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 20. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. С 9 ряда по 15 включительно.
Последний 20 столбик без накида 15 ряда довяжу крючком меньшего размера, чтобы плавненько закончить этот ряд, так как у нас вязание полностью заканчивается. Далее вяжем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем с внутренней стороны между столбиками. Первый валенок связали, второй вяжем точно так же. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наш с вами пес-шарик из Простоквашино полностью готов. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Буду с нетерпением ждать фото ваших работ, которые вы можете мне присылать сюда на электронную почту, вот сюда в Telegram или же в Инстаграме ставить вот этот вот хэштег. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!